Ребята, всем привет! Продолжаю рассказывать о методах развития и поддержания всех видов музыкального слуха. Сегодня мы поговорим с вами о внутреннем слухе. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Все виды музыкального слуха, которые мы с вами проанализировали в прошлых видео, а именно звуковысотный, мелодический, гармонический, могут развиваться только при одном условии – если музыкант уделяет много времени и внимания развитию так называемого внутреннего слуха, а также связанным с ним музыкально-слуховым представлением. Внутренний слух и музыкально-слуховые представления связываются с способностью слышать музыку про себя, без опоры на внешнее звучание, как вы понимаете. Этой способности в свое время дал определение еще Римский-Корсаков. Мысленное представление музыкальных тонов и их соотношение без помощи инструмента или голоса. Способность к внутреннему слушанию музыки помогает исполнителю работать над произведением без инструмента, улучшая качество его игры за счет улучшения его музыкальных представлений в своих слуховых проявлениях. В советах молодым музыкантам Роберт Шуман также говорил о важности музыкальных слуховых представлений и внутреннего слуха. Он писал, цитирую: «Ты должен дойти до того, чтобы понимать всякую музыку на бумаге. Если перед тобой положат сочинение, чтобы ты его сыграл, прочти его предварительно глазами». В современную методику обучения музыкантов прочно вошла следующая формула. Вижу, слышу, играю. Смысл этой формулы заключается в предварительной активизации внутреннего слышания той музыки, которую предстоит сыграть. И да, это работает. Но если музыкант может играть только то, что он уже слышал, послушал у кого-то и не умеет пользоваться своим внутренним слухом для того, чтобы услышать внутри себя то, что ему еще предстоит сыграть, вот здесь результаты оказываются малоэффективными. Об этом говорил еще Артур Рубинштейн. Больше думать, а не играть. Думать значит играть мысленно. И эта же мысль в разных ее интерпретациях, в разных ее вариантах также проходит через педагогические наставления других педагогов, музыкантов. А еще существует миф, что Лист мог выучить новое произведение, просто внимательно его просмотрев. И это тоже говорит о развитом внутреннем слухе. Это, конечно же, уже высший пилотаж, но тем не менее. Итак, давайте подойдем к четкому определению. Внутренний слух – это такое представление музыки вне опоры на внешнее звучание. Это такая способность к мысленному представлению звучания музыкальных тонов в их ритмическом сочетании. Как же тренировать внутренний слух? Тренируется он следующим образом. Например, при помощи беззвучной игры на инструменте. Такое возможно также и при выключенном синтезаторе, к примеру. Тренируется он и при прослушивании записи музыкального произведения и при одновременном прочитывании нотного текста без игры. В свое время, во время моей учебы, нам на каждый стол раздавали по одной партитуре на двоих. И так вот, смотря в ноты, мы слушали симфонии, концерты для солиста с оркестром, и даже оперы целиком, и тренировали свой внутренний слух. Ну и можно посоветовать также мысленно проигрывать музыкальные произведения про себя, то есть не играя, учиться читать нотный текст глазами, как бы с внутренним предслышанием. На сегодня у меня все. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу, я по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!